Друзья, здравствуйте! Меня зовут Галина Дмитриева, и вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим об инвестициях и недвижимости в Грузии. И сегодня у нас необычная локация, хотя и вполне понятная для нашей профессии. Мы находимся на строительной площадке, и не просто на стройплощадке, а на площадке одного очень интересного, можно сказать, пригородного малоэтажного проекта под названием «Доминион». Сегодня в нашем честном разборе мы поговорим с вами о застройщике этого проекта, о его локации, о его концепции, посмотрим на строительные материалы и технологии. И те, кто досмотрит это видео до конца, обязательно узнает для себя, почему именно вам нужно купить апартаменты или таунхаус в этом комплексе. Не переключайтесь! Про структуру комплекса давайте поговорим вообще, из чего он состоит. Значит, здесь организовано 3 основных корпуса, 2 из которых это таунхаусы и 1 из которых это квартиры. Вот такая интересная концепция здесь совмещена. Значит, мое личное какое мнение и ощущение по этому поводу. Вообще, с точки зрения диверсификации, разделения, да, вот предоставления... Ну что теперь, мы на стройке, да, вот такие нюансы, сыпется пенопласт, в таких тяжелых условиях приходится работать. Мое личное какое ощущение? Вообще здорово придумано, что здесь вот так разделено, можно купить себе квартиру, если вы небольшой любитель бегать по этажам в собственном доме, можно выбрать таунхаус, если для вас принципиально важно большое количество спален, вы собираетесь жить большой семьей или там как-то приглашать часто к себе гостей. Так что вот реально вот такое... Объединение внутри одного проекта, это, на мой взгляд, очень и очень удобно. И, кстати, удобно еще и в каком смысле? Предположим, что вы большая семья, которая хочет привести с собой старших родственников, родителей, да? И вот вы сами живете там с собакой, с детьми многочисленными и с гостями постоянными у себя в таунхаусе из 4 этажей, с 4 спальнями, а ваши родители живут в квартире в одной горизонтальной плоскости, по которой не надо там вот эти лестничные пролеты преодолевать, да? По-моему, вообще идеальная история, вот если вы себя обнаружили в этой концепции, тогда этот проект точно подходит для вас. Что про застройщика? На самом деле компания-застройщик молодая, и это их первый проект, но, как всегда в своих видео, я отмечаю, что молодость, как и отсутствие опыта, это не грех, поэтому вот что важно здесь заметить, что так как проект первый, все участники процесса, все учредители компании заинтересованы в том, чтобы сделать этот проект флагманским, визитной карточкой, для того, чтобы по его завершении создать о себе классную, незапятнанную репутацию, на которую потом пойдут другие люди за этой компанией в их следующие проекты. Какая прелесть, господи боже мой, петухи поют. Вот она, весь сок вообще, смак загородной жизни. Что хочется сказать про материалы, на самом деле им, наверное, стоит уделить отдельное внимание, потому что здесь, ну, понятно, стандартная монолитно-каркасная конструкция, да, возведение вот основного каркаса стройки, а вот дальше начинается уже в буквальном смысле магия. Значит, ребята здесь решили замиксовать между собой материалы внутренних перегородок. Это, естественно, частично газобетон для таких, которые, ну, наверное, меньшую какую-то нагрузку несут, в том числе и смысловую. И вот основные межквартирные и межкомнатные перегородки здесь сделаны из керамогранита. Это очень классный материал, который крайне редко используется здесь, в Батуми, а на самом деле он несет в себе довольно серьезную смысловую нагрузку, потому что он выдерживает и плесень, и всевозможные вот эти влажности, вот те самые проблемы, с которыми мы очень часто сталкиваемся здесь в больших проектах или в частном домостроении. Ну и, наверное, еще отдельно стоит заметить, что в качестве остекления здесь использованы алюминиевые профили, а это значит, что будет решен вопрос и звукоизоляции, хотя здесь и так царит просто, ну, приятнейшая тишина. Вот если все звуки строительные исключить, то здесь, конечно, просто сказочно. Птички чирикают. Звукоизоляция, теплоизоляция будет обеспечена как раз за счет вот этих классных алюминиевых профилей. Да, действительно, здесь буквально там через, наверное, метров 300 отсюда сейчас располагается тренировочная база, и в данный текущий момент здесь проходит стрельбище, но она уже в процессе переноски в другое место, то есть к моменту завершения комплекса базы здесь уже не будет. По крайней мере, так нам анонсирует застройщик, как будет на самом деле, посмотрим. Ну, я думаю, что если они это заявляют, то, наверное, они что-то знают. В дополнение к вот этой необычной, оригинальной, немножко лондонской архитектуре выступает как раз облицовка фасадов. Это вот такой интересный материал, состоящий из нескольких слоев. 2 слоя таких основных плотных – это пенопласт, и сверху это керамогранитная, вот такая необычная клинкерная плитка, которая имитирует кирпич, и потом в сочетании уже с
полностью выкрашенными швами будет создавать очень оригинальный рисунок. Мне лично очень нравится. А вам, как вам? Напишите свое мнение в комментариях. Что магазинов нет? Да, значит, кстати, это хорошо, что ты спросил по поводу магазинов. Здесь внизу, вот как раз в корпусе с квартирами, будет организован собственный продуктовый магазин, который будет иметь основной центральный вход с главной улицы. И плюс в одном из корпусов здесь будет организован ресторан для жителей. Так что, в принципе, вот здесь, там, если я все правильно помню, 30 с каким-то маленьким хвостиком всего домовладений и квартир, то есть вообще довольно малое количество, такая очень клубная, да, ситуация. И мне кажется, что это очень такая интересная и богатая инфраструктура уже, вот то, что заявлено для такого малого количества жителей. Так что посмотрим, как это будет работать на деле. Я жду с нетерпением. Когда мы выбираем загородную такую немножко, и то, надо сказать, конкретно с этим кейсом, относительно загородную, потому что, то, что мы от центра, извините, вот я жила за городом в Новосибирске, мы 40 минут ездили из моего дома, да, там, до офиса в центре города, это вот загород. Здесь нет, я не считаю даже, что это загород, это район Батуми, городской район Батуми. В черте, да, это не какая-то там история, которая нас уводит уже, не знаю, там, к каким-то особенным пробкам, да, где можно застрять и там путь вот этот удлинить. Тем не менее, да, если мы все-таки выбираем вот такой тихий, удаленный от городской суеты образ жизни, мы должны понимать, что, наверное, нужно сюда как-то доехать. И, наверное, пешком уже мы до там, фонтанов не дойдем. Наверное, все-таки нужно будет воспользоваться каким-то транспортным средством. Не знаю. Я думаю, что люди должны соотносить то, что они выбирают, с тем, где это находится. Наша коллега живет как раз недалеко здесь, в этой локации, буквально вот там, И она говорит, что вот на автобусе, по-моему, номер 7 вообще без проблем можно доехать до старого Батуми. Вот она, собственно, и ездит к нам в офис на этом самом автобусе. Вообще Батуми тем и славится, и тем он и комфортен, что транспортная сеть здесь широко так и удобно организована, легко пользоваться и легко доехать из любой точки. Здесь во дворе, кроме богатой инфраструктуры для отдыха, которая будет в себе, кроме прочего, содержать и открытый бассейн, и зоны отдыха, и барбекю, вот здесь также будут возведены гаражи, которые также доступны к покупке для тех жителей, которым они особенно будут нужны. Заезды в эти гаражи будут организованы с другой стороны, то есть с той стороны, которая будет отделена от основного двора, что, конечно, тоже создает дополнительное удобство и закрытость, такую камерность общей территории. Кроме закрытой дворовой территории, на которой можно без проблем выпустить детей, чтобы видеть, наблюдать за ними и быть постоянно за них уверенными, здесь вот буквально через дорогу от комплекса организована еще вот такая потрясающая детская спортивная игровая площадка. Это сделано силами муниципалитета и вот, просто действительно является приятным бонусом. Так что выпускайте детей во двор внутри комплекса или наблюдайте за ними с наружного балкона. Они всегда будут под вашим присмотром, и вы можете быть за них спокойны. Ну и сами, конечно, тоже можете пользоваться вот этими приятными благами цивилизации. Планировки. Вот на самом деле, я думаю, что у многих подписчиков и покупателей может возникнуть вопрос вообще эргономичности и удобства вот такого четырехэтажного таунхауса, насколько это вообще комфортно пользоваться таким количеством лестничных пролетов и не убьет ли это нам с вами колени. На самом деле, вот пока мы ходили здесь уже по стройке, по съемке, я что поняла для себя? По большому счету, в активном пользовании все равно будет только 2 этажа, да? Максимум 3 получается. То есть мы заехали, у нас первый этаж это гараж, там больше ничего нет. Мы заехали, оставили там автомобиль, может быть, что-то спрятали в подлестничное пространство, и дальше уже переходим в жилые зоны. Первый этаж это зона кухни, изолированной кухни и общей гостиной, объединенной, да, такая комната отдыха большая. И уже 2-й и 3-й этаж, это имеется в виду 2-й и 3-й жилой этаж, то есть 3-й, 4-й от земли, это этажи, которые могут быть использованы для организации спален, либо рабочих кабинетов, тут уже как вам удобно и угодно. И, кстати говоря, вот про планировки, наверное, что еще дополню, что, в принципе, вот эти все перегородки, которые мы с вами видим, все, что находится внутри вашего таунхауса, можно, в принципе, снести, организовать, как-то по-другому, объединить пространство, то есть тут полная свобода вашей фантазии, вашей воли. Так, например, вот как раз-таки 2-й или 3-й этаж можно полностью сделать open space, организовав там какую-то совершенно роскошную зону общую для всех жителей таунхауса.
Что касается квартир, вот там я на что обратила внимание, вообще моя личная прям радость, когда вот эти вспомогательные помещения, так называемые, да, то есть не только те, в которых мы непосредственно живем, там, гостиная или спальня, да, а вспомогательные коридоры, какие-то, может быть, организованные кладовки или там ванные комнаты. Вот там на самом деле довольно просторные коридоры, в которых можно организовать даже небольшую гардеробную комнату, и это, на мой взгляд, большой бонус. Вообще заходишь в эту квартиру и чувствуется некий приятный простор. Ну вот здесь где-то, наверное, появится планировочка, и вы это собственными глазами увидите. Ну а если у вас прям детальная информация, детальный обзор вы хотите посмотреть на как раз-таки эту квартиру, увидеть эту планировку, то обращайтесь к нам по контактам в описании к этому видео. Вот, то, что, если что, онлайн-показ у нас доступен, то есть менеджер ноги в руки, вперед с телефоном на созвоне в скайпе и как бы там ну, в любом доступном мессенджере все покажет своими глазами. То есть такая онлайн-экскурсия доступна. Интересное решение здесь, учитывая архитектурную концепцию комплекса, применяется интересное решение по балконам и вообще вот этим каким-то, ну, скажем так, дополнительным бонусным площадкам. Здесь есть по одну сторону балкончики французские, так называемые, да, это небольшое узкое пространство, которое вам позволяет буквально сделать шаг вот за окно, да, и, может быть, с чашечкой кофе постоять, посмотреть, насладиться видом. И также реализованы большие полноценные балконы, которые имеют довольно такую объемную площадь и при этом довольно эргономичную. То есть моя вообще тоже мое личное наблюдение, здесь в Батуми балконы пользуются ну, такой, знаете, спорной репутацией, потому что, как правило, застройщики делают большие балконы и продают их по полной стоимости, и это часто возмущает покупателей. С другой стороны, эти балконы имеют смысл, потому что в теплом климате мы пользуемся этими балконами, мы проводим на них время, мы завтракаем, мы ужинаем на балконе. Так что, на мой взгляд, это вполне оправдано. И здесь как раз реализована вполне вменяемая площадь балконов для того, чтобы вы и не переплачивали, и смогли ими полноценно пользоваться. Ну и дополнительный бонус: у каждого таунхауса, кроме заезда в гараж, который организован с улицы, с основного главного проезда, внутри еще организованы небольшие, буквально по 30 квадратных метров, собственные дворики, такие индивидуальные, то есть кроме общей территории, еще и собственный индивидуальный дворик, где вы можете разместить какой-то барбекю, там, не знаю, поставить красивые кресла и, в общем-то, наслаждаться вечерним или утренним временем вот в таком уединении со своей семьей. Какие могут быть подводные камни? Ну, первое, молодость и неопытность застройщика, да, у кого-то реально может камнем преткновения вот оказаться. С другой стороны, мы всегда что-то делаем в первый раз, не надо за это прям вот цепляться. Какие еще подводные камни? Сроки реализации, анонсированный срок реализации — это конец этого сезона, но в принципе, исходя из того, что я уже здесь вижу, началась работа над фасадом уже. Соответственно, есть все основания полагать, что там в августе, в сентябре у людей будет возможность зайти и уже начать делать ремонты, которые, кстати, можно и у застройщика заказать. Какие еще подводные камни? Ну вот, кстати, к локации у меня вообще минимум вопросов, потому что то время, которое мы с тобой потратили на то, чтобы доехать от Батумского стадиона, то есть от аллеи героев фактически, да, до сюда, оно заняло, ну реально, сколько там, 7 минут? Наверное, да, вот и того, может быть, чуть-чуть меньше. Какие еще подводные камни? Ну, стрельбище, конечно, вот это, да, я соглашусь, наверное, что сейчас это может звучать как вообще какая-то катастрофа. Но мы, знаете ли, тут многое видели, как строятся проекты возле, там, прости господи, городской свалки, возле каких-то кладбищ, и эти вопросы тоже решаются, и все застраивается, и проекты распродаются, и люди заезжают, и, в принципе, не имеют никаких претензий. А учитывая, что застройщик обещает перенести, ну, что вот уже ведется работа по переносу этой истории, то, ну, тоже какой из этого... То есть таких, я бы сказала, неразрешимых каких-то вопросов у меня здесь, ну, пока что я не вижу в первом приближении, но будем посмотреть, будем поглядеть, как я люблю говорить. Вот это вот ощущение, что перед нами, вот я стою и вижу там, да, вот он, Альянс Привиледж, пожалуйста, перед глазами. Вот они все наши любимые небоскребы, все новостройки городские, буквально в каких-то, наверное, отсюда, ну, не знаю, там, в 2-3 километрах. А здесь уже вокруг меня, вон она, станция, если мне глаза не изменяют, фуникулера наверху, под ним вон церковь стоит, и все такое благостное, и вот эти зеленые склоны вокруг, и вот эта тишина, ну, правда, я прям мне нравится. И, кстати, мне на самом деле вот эта 4-этажная архитектура вообще очень понравилась. Я не ожидала, когда вот Антон приехал, рассказал про проект, он говорит,
ну, смущает, типа, там вот эти 4 этажа, вот. А я вам хочу сказать, что даже по ощущениям, вот чисто по ощущениям, такой лондонский пригород, вот какое-то такое чувство, что, ну, еще за счет вот этого, видимо, кирпича и вот этой всей истории вообще отлично смотрится. Такое, мне кажется, в этом чуть больше какой-то монументальности, такой фундаментальности, чем вот в классическом, там, 2-3-этажном таунхаусе. Это уже прям вот целый поселок. Хотя ничего, никаких вопросов не имею к 2 и 3 этажам. Тут каждый для себя выбирает. Просто делюсь своими ощущениями. Заболталась. Значит, друзья, давайте подытожим, зафиналим, да, вот какие-то топ-5 ключевых причин, почему вам стоит обратить внимание на этот проект и почему вам стоит купить здесь квартиру либо таунхаус. Ну, как раз вот в моем вот этом утверждении заложена первая причина, что у вас есть выбор. Вы можете выбрать здесь как 4-этажное домовладение с собственным небольшим двориком, с собственным гаражом под один автомобиль, да, с вот большим количеством спален для комфорта всей вашей семьи. И также вы можете выбрать квартиру с эргономичной, удобной, просторной планировкой и пользоваться теми же благами, той же прекрасной вот этой пригородной атмосферой и той же инфраструктурой, находиться в этом же закрытом клубном сообществе. Вторая причина – это как раз-таки близость к городу. 7 минут от Дома юстиции, по-моему, ближе, чем этот проект с точки зрения транспортной развязки, более доступно, наверное, пока что я назвать не могу. Есть у меня любимчики, вы знаете, мы снимали о них всевозможные видео на нашем канале, но вот, наверное, так по-честному, это самое близкое к черте города, ко всей цивилизации история. Значит, третья причина – это скорый срок сдачи, и вот это, наверное, как раз для тех, кто так болеет и переживает. Купили квартиру там в новостройке, в большом каком-то комплексе, и уже там 5-6 лет пождут завершения строительства. Друзья, выбирайте вот такие проекты, обращайте на них внимание, потому что они ну, очень доступные, быстро, вот буквально там от оплаты до передачи ключей вполне осязаемое время и расстояние, так что присмотритесь. Четвертая причина – это соотношение по цене и качеству. Вот, исходя из заявленной инфраструктуры, исходя из материалов исполнения, да, то, что вы видели уже в нашем разборе, вот цена на сегодняшний день, на мой взгляд, даже, ну, не будем говорить занижена, но тем не менее, я бы сказала, что сейчас тот самый момент, когда нужно прийти, купить, и вы ни о чем не пожалеете, потому что этот объект обязательно в цене вырастет. Ну и пятая причина – это птички. Блин, друзья, атмосфера. На самом деле, да, наверное, вот все-таки пятая причина, она заложена не в этом комплексе, а в вашем собственном внутреннем восприятии. Если вы любитель вот такой пригородной, тихой, спокойной, уединенной жизни, как наш Игорь, видеооператор, как я, да, потому что кто смотрит наши эфиры и всевозможные видео, знает, что я поклонник малоэтажного строительства, то, в общем, никаких других причин для вас уже больше может не существовать. Мы можем ничего не объяснять, просто приходите и покупайте. Друзья, если вы досмотрели это видео до конца, то я вам очень благодарна. Если вам все понравилось или остались вопросы, напишите нам в комментарии. Мы, как обычно, все прочитаем и на все ответим. Ну и призываю вас подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные разборы. Обязательно рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым. Обращайтесь к нашим менеджерам по контактам в описании к этому видео. И, как всегда, до встречи в Грузии!